Всем привет! Вот я решил показать вам, как можно проверить датчик температуры. Его можно проверить как на автомобиле, так и снятый, но лучше всего проверять, когда он снят. Датчик температуры — это очень важный датчик на нашем автомобиле. У них бывает разное подключение, как одноконтактный датчик может быть, двухконтактный, четырехконтактный. Этот датчик устанавливается чаще всего рядом с термостатом. Когда датчик охлаждающей жидкости выходит из строя, могут быть такие симптомы на автомобиле. Значит, могут плавать обороты двигателя, может быть повышенный расход топлива, плохо заводиться на холодно, заводиться и сразу глохнуть. Может включаться вентилятор охлаждения и на холодно, и на горячее, и вообще не выключаться ни на горячее, ни на холодно. Может вентилятор, когда будет повышена температура, не включаться и так далее. Вот, в принципе, вот основные симптомы. Если захотите проверить датчик температуры, не снимая его с автомобиля, то обязательно перед этим прогрейте двигатель до 80 градусов. Потом с помощью мультиметра протестируйте его. При такой температуре должно быть сопротивление приблизительно от 250 до 350 килоом. Вот, как вы видите, имею я на столе 6 разных датчиков от разных машин, таких как BMW, Volkswagen, Skoda, Audi. В принципе, они все похожие. И попробую с помощью их показать вам, как можно проверить датчик охлаждения с помощью мультиметра. Итак, для проверки нам нужно банка пол-литровая или стакан, чайник с водой, мультиметр, ну и датчики. Берем мультиметр. На мультиметре выставляем 20 килоом. Выставили. Теперь включаем чайник. Итак, водичка наша закипела. Наливаем кипяченую воду в банку. Банку налили. Нам нужна кипяченая вода, а кипяченая вода, когда она закипливает, она бывает где-то 100 градусов. Вот нам и нужна та температура, чтобы проверять датчики температуры. Теперь будем проверять с одним контактом. Прежде чем начинать тестировать датчик, его надо осмотреть визуально, нету ли трещин, разных повреждений. С одним контактом плюсовой щуп мультиметра идет на контакт, минусовой на корпус. Погружаем в воду. На этом датчике сопротивление упало 0,13, 0,12, 0,10. Этот датчик знаки жизни показывает. Сопротивление упало, сопротивление поднимается. Это уже говорит, что как бы он живой, но в норму он не входит. Когда наш датчик опущен в воду 100 градусов, где-то сопротивление при 100 градусах должно быть от 150 до 300 килоом. Немножко что-то с ним есть. Берем другие датчики двумя контактами и тестируем. Включаем, подключили, 0 внимания. Мертвый. Воду. Этот датчик не рабочий. Ни на что не реагирует. Берем второй, тоже маленький, короткий. Погружаем в воду. Не реагирует ни на что. Этот датчик тоже плохой. Вот. Берем следующий. Берем этот с черной головкой. Включаем. Сопротивление у нас поднялось. Это уже говорит, что что-то в нем есть. Погружаем в банку. И смотрим, пока у нас сопротивление упадет и выровняется. И остановится. У нас сопротивление уже понижается. Это уже хорошо.
Итак, сопротивление у нас остановилось на 1.13. Но по сопротивлению судья уже этот датчик не очень, что-то в нем есть. Хоть он, в принципе, знаки жизни показывает. Вот и увеличивается сопротивление, как и должно быть. Ясно, этот, можно сказать, с дефектом. Берем следующий. Удлинили провода. Подключаем мультиметра щупы. Опускаем наш датчик в банку с кипяченой водой. Смотрим. Как видим, сопротивление падает. У нас сопротивление уменьшилось до 0.26. Когда наш датчик опущен в воду 100 градусов, это сопротивление хорошее. О чем оно говорит? Что наш датчик исправный. Когда 100 градусов вода, где-то сопротивление при 100 градусах должно быть от 150 до 300 килоом. У нас в норме. Этот датчик можем считать, что он хороший. Достали из банки, и начало у нас сопротивление увеличиваться. Вот этот зеленый у нас хороший датчик. Ладно, его в сторонку. Теперь датчик с 4 контактами будем проверять. Значит, как проверяется с 4 контактами? Подключаются щупы к номер 1, номер 2 контактам. Они помеченные 1, 2, 3, 4. Так подключается к 1 и 2. Здесь камера не передает контактов очень глубоко они. Подключили к контактам номер 1, номер 2. Смотрим. Сопротивление в данный момент 5.57. Опускаем кипяченую воду. Сопротивление падает. Это уже хорошо, значит датчик живой, но не ясно, ли он в норме. Сопротивление упало 1.13. В принципе, у него превышает сопротивление. Он тоже в норму не входит. По идее, норма такая. При 100 градусах 150-300 килоом. А здесь получается 1.02 Ома. Это значит 1000 Вт. Видите? 1092. Ну, упало. 970 будет. Все равно за большое. Выбираем. Сопротивление должно увеличиваться. Сопротивление увеличивается. Включаем. Что могу сказать, ребятки? Эти два датчика 100% плохие. Этот зеленый 100% хороший. По таблице, по всем нормам проходит. 100%. Что могу сказать по этим 3 датчикам? В принципе, сопротивление и падает, и поднимается. Реагирует на температуру. В принципе, они тоже хорошие. Но они, скорее всего, уже доходяги. Скоро им будет хана. Поэтому у них сопротивление уже и по таблице не влазят в норму. Они уже могут работать не так, как надо, и передавать ложные сигналы о температуре на блок управления. Такой датчик лучше заменить на новый. Могу сделать такие выводы, ребятки. В этом видео я не хочу никого учить, просто показываю так, как я проверяю датчики. И делюсь с людьми. Может, кому-нибудь это поможет. Показал, как можно проверить датчики с 1 контактом, с 2, с 4 контактами. На этом я заканчиваю. Всем всего хорошего. Всем спасибо за внимание. Пока.